нашел я, где я покупал. Покупал я, получается, наверное, в 18 году я начал копать фундамент. И в 18 году я купил данный приборчик, то есть уже, получается, 4 года назад. Ну, до работы там писали люди, что он как выходит из строя быстро. Ну, возможно. У меня бэушный прибор, видно. До меня дошло. Это магазин. Он, наверное, идет навстречу покупателям. Тот инструмент, который покупает и тестирует. Еще повторюсь, он был весь в строительной пыли. Они, наверное, тестировали, чтобы не было проблем. Так что вот магазин заботится о своих клиентах, продает им бэушные вещи. Так, ну, в общем, так вот. Имейте в виду, покупая вещи, обращайте сразу внимание, что, по крайней мере, от этого магазина могут приходить бэушные вещи. Ну и продолжаем строиться. Вчера ночью, вечером я установил 2 блока по краям своей будущей несущей центральной стены. Хотел больше, но потом вовремя остановился. Слой раствора где-то сантиметра 4 у меня получается. Считаю, что вот первый блок, он основоположник всего. Ну, вообще, угловые блоки вот всегда в первую очередь ложишь угловые, либо, как в данном случае, крайние, потому что они навязывают полностью весь ряд. Потому его надо именно хорошо уложить, чтобы раствор не расползался. У меня ширина где-то 34 сантиметра стены. Блоки вывешиваться будут. Но вообще, по сути, эта стена еще примерно до такого уровня будет пол подниматься. Буду ложить утеплитель и все бетонировать. Потому эта стена уйдет в бетон вовнутрь. Пока что идем нормально, где-то, наверное, судя по лазеру, на миллиметр мы отошли. Так вот лазера не видно вообще. Не. Хоть и в тени находимся, лазер находится на расстоянии метров 7-6. И я его могу видеть только лишь благодаря металлической полированной части уголка. Здесь видно все хорошо. А глазами... Не. Ну вот на белом фоне чуть-чуть видно. По кромочке, короче, идет лазер. А если на солнце, то только с помощью уголка, иначе просто невозможно. Ничего не видно. Так, тут все прекрасно идет пока что. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Чуть сильнее ударишь, потом придется блок снимать. Уже было такое у меня в моей практике. Подлаживать раствор. Что уйдет на 5 миллиметров, все, трындец. У меня были вот такие вот стены. Потом, как обнаружил, сначала ложил, не глядя, вроде нормально. Потом случилось так, отбил линию. Ё-моё, быстрее блоки назад, пока не приклеились. Но это в самом начале, когда ты только начинаешь. Потом уже умудренный опытом, уже можешь сказать, что так не делай, сяк не делай. Ложишь так, как ребенка грудного. Нежненько. Так вот это ребенок весит. Получается 45 килограмм. Ну, вес блока примерный. Плюс-минус там сырой, тогда там 50 будет. От 40 до 50. Ну, по среднем берем 44. 44 килограмма этот ребенок весит. Надо очень аккуратно и нежно положить. Чуть сильнее шлепнешь, он расползется в стороны раствор. Все. Снимай блок, создавай постель заново. Уровень явно у меня оказался
немножко браковый. Я раньше не замечал, по-моему, у него, или он, скорее всего, его уронили. И он по длине немножко имеет кривизну. Всегда надо держать рукой, не просто стучать, а держать рукой, потому что вообще любой раствор имеет эффект батута и возврата. Если просто стучать, не придавливая, то он просто болтается туда-сюда и не идет. А чуть дашь давление рукой, и все в корне меняется, и тогда блок становится управляемый. Так, надо замешивать раствор. Расход у меня получается, сейчас холодно стало, я начал больше цемента сыпать. Так обычно я, если летом 1 к 3 делал, сейчас 1 к 2. Ведро цемента, 2 ведра песка. И получается 1 к 2, на мешок цемента я могу положить 4 блока. Растворная постель у меня 4,5 сантиметра слой раствора. Сегодня 31 октября, уже 5 часов. Темнеет, зараза, быстро уже. Надо поторопиться. Когда долго работаешь, ну, точнее, когда какое-то время уже опыт нарабатываешь, особенно когда выполняешь работу одну и ту же, вот как сейчас, блоки ложу, то уже раствор сразу в уровень ложишь. Почти идеально все нарабатываешь. Я вот эти подложки по бокам ложу, чтобы раствор не расползался. Но если дозировка воды правильная, то, в общем-то, они не особо и нужны. Ну так, на всякий случай. На всякий случай я сейчас еще ложу. Но чуть-чуть бы воды меньше, и, наверное, даже не понадобилось. Либо там пластификатор, говорят, читал я, что есть. Он еще воду более уменьшает содержание воды. То есть не нужно меньше воды. Ну а так создается каравай. Создаем каравай и на него ложим блок. Такая постель. Самому можно лечь, отдохнуть. Мягкая. При таком слое вообще можно было даже бетон использовать. Бетон – это щебень, песок, цемент. Раствор – это песок и цемент. Но сложно слишком работать с бетоном. Он усадку не дает, как раствор. И блок пристучать было бы проблема. Ну а так слой уже позволяет. Так что вот, 8 блоков положили. За 2 дня 10 получается. 2 крайних положил, но там был жидковат раствор, и нельзя было мне дальше продолжать, боялся нарушить. Подождал сутки, пока схватится, и, ну не сутки, а 12 часов подождал примерно, ночь, короче, переночевал. И уже продолжил. Сейчас уже воды меньше добавил на опыте. И, соответственно, меньше расползания раствора. Лишний раствор сейчас чуть-чуть подожду и уберу его, чтобы он не застыл. Ровненько сделаю. В дальнейшем продолжим. На камеру, конечно же, не видно, но крайне красивый лазер получается. Лазерный луч отрисовывает ночью, вечером можно вообще тут как сказочное какое-то. Красный в этом, наверное, эффект не даст такой, а зеленый очень красивый. Я вот ночью включал его, по деревьям, по домам, везде отрисовывает на 100 метров. Даже интересно было вот именно перепад. Я вот благодаря этому лазеру и мерил перепад по
у себя по участку. Вот он мне составил на 40 метров по лицевой части 1,10 м перепад был. Вот таким образом я измерял. Но сейчас у меня перепад-то меньше стал после планировки земли. Все на этом. Тут больше добавить, не прибавить. Все отлично получилось. Уже, смотрите, какая стена большая стала. Лазер рекомендую, мне нравится, все работает идеально. Не знаю, там кто-то в комментариях как-то я видел, что-то кнопка там была, проблема с кнопкой. Не знаю, что там по кнопке. Я отношусь аккуратно, стараюсь максимально бережно. И пока что работает, уже 4 года работает. Может, там уронили его или еще что. Ну, а по поводу... По почте мне прислали в 2018 году бэушный. Либо они... Вот он пикает, наверное, уже батарейки подсевшие. Скоро отключится, значит. У него до 4 градусов погрева сам нивелирует. Если больше, он начинает сигналить. 4 градуса, по-моему, погрешности он сам нивелирует. В комплекте штатив. Штатив говно. Ну, тем не менее, есть. И магнитная такая скоба. Ну, все это есть. Очки. Ну, очки вообще ерунда какая-то, не в тему. Ну, штатив с большего нужен. И магнитная скоба, это тоже для установки, тоже хорошая вещь. Батарейки аккумуляторные ставлю, заряжаю и опять работаю. Пришлет вам, возможно, бэушный инструмент. Следите внимательно. Почему я не отправил его назад сразу? Потому что мне надо было срочно работать. У меня была безвыходная ситуация, мне надо было работать, потому я и оставил его себе и продолжал с ним. Хотя я им предъявил, но, говорю, по вайберу написал, они меня попросили прислать фотографии я отправил, все подробно, скрупулезно. Ни ответа, ни привета, ничего. Тишина гробовая. Ну, пошли вы нахер тогда. Все на этом.